Здравствуйте, дорогие игроки. Сегодня, как и обещали, но немножко задержались со сроками, мы ответим на те вопросы, которые вы для нас собрали. Для этого ребята подготовили для вас ответы на вопросы. Ну и приступим. Нам задавали вопрос о том, будет ли у нас реализован пошаговый бой. Изначально игра планировалась как партийный РПГ без пошагового режима с интерактивными загадками и испытаниями. Поэтому тактической паузы, той, которую мы привыкли ее, например, видеть в оригинале, в нашей игре не будет. Мы можем только редактировать вещи в инвентаре и давать возможность восстановить свои характеристики или отредактировать возможные заклинания, которые мы используем из панели быстрого доступа. Следующий вопрос. Когда планируется большее количество слотов для сохранения? Дело в том, что наша игра не подразумевает большое количество слотов для сохранения, потому что изначально в нашем концепте не было возможности постоянной перезагрузки при определенных неудачах или каких-то моментах, когда хотелось бы оставить сейв. Мы хотели сделать игровой процесс более цельным и лишенным перезагрузок, для того, чтобы получать либо преимущество, либо откатывать какие-то действия, которые влекут потери. Именно для этого в нашей игромеханике есть специальная возможность по смерти, в которой игрок напрямую взаимодействует с хранителем, который предлагает ему варианты действий после того, как он погиб. Это как раз-таки помогает нам не вырывать человека из игрового процесса, а огромное количество перезагрузок, делать его прохождение более цельным, восприятие сюжета и мира игры, опять-таки, более углубленным, так как он не отвлекается на ненужные вещи, ну и принимает какие-то потери и какие-то сложности стоически, стараясь, так сказать, преодолеть разнообразные трудности через множество ошибок, но не перезагрузок, а как бы оставляя это в своей жизни как сложный опыт, потому как персонаж при попадании к хранителю просто заново начинает, соответственно, игру с определенного поинта. Следующий вопрос. Появится ли возможность создавать своего персонажа, редактировать его навыки и имя перед началом игры? Нет. Согласно нашей концепции, вы будете начинать игру уже созданным персонажем. В нашу партию будут присоединяться тоже персонажи, которые уже были созданы и вписаны в лор игры. У всех у них есть предыстория, у всех у них есть родственники, разнообразные знакомые и, самое главное, сюжетные линии, которые затрагивают все эти части их предыстории. Таким образом, мы хотим погрузить вас в игровой процесс более глубоко и дать вам больше интересного нарративного опыта, чего нельзя получить, если персонаж будет создавать партию полностью, как в старые времена, подбирая параметры и выставляя им нужные характеристики и качества. Таким образом, мы просто обезличиваем персонажа, и он становится участником сюжета без предыстории и без прямой связи, которую просто навязывают, соответственно, игроку постфактум. Да? То есть неважно, кто ты, как тебя зовут, там, какого ты пола и какого ты класса, твоя судьба будет всегда единой. Вот. И это, с нашей точки зрения, по нашей изначальной концепции, было нежелательно. Поэтому у нас, к сожалению, не будет возможности создавать своего персонажа и изначально редактировать его навыки и давать ему имя. Появится ли возможность удобного хранения предметов в инвентаре и перемещения их нажатием одной клавиши? У нас уже есть такая игромеханика, которая позволяет нам в один клик перемещать предметы из гипотетического сундука себе в хранилище.
Это реализовано через клавишу Ctrl. Когда мы зажимаем Ctrl, нажимаем на какой-то предмет, он сразу же без перетаскивания нашу иконку оказывается у нас в инвентаре лично. Кроме всего прочего, у нас также есть система, которая позволяет нам перемещать предметы из определенного контейнера к себе отдельно, быстро каждому члену из отряда. Это реализовано через панель быстрого доступа на цифрах от 1 до 5. И каждая цифра присвоена определенному персонажу в нашей группе. Например, Кевин закреплен за единицей, а Амелия за 2, соответственно. Если мы хотим переместить Амелии бутылек, который мы нашли где-нибудь внутри сундука, мы просто подбираем бутылек, нажимаем на 2, и он перемещается к ней в инвентарь напрямую, минуя Кевина или какого-то другого члена группы. Вот так это, собственно, и реализовано. Вопрос. Возможно ли сделать графику более реалистичной? Ну, с технической стороны мы уже внесли в настройки возможность управления ситуацией, гаммой, цветом и другими настройками. В будущем, возможно, даже расширим функционал этот, добавим пресеты какие-то. Вот. Но всегда есть это «но», да, в конце, что хотелось бы сказать, что «Струны судьбы» — это все же в первую очередь сказка, которая причем об этом открыто заявляет. Как только видишь картинку, ты сразу понимаешь, что это сказочная игра. Это как в диснеевских мультфильмах, когда в детстве смотришь, да, они яркие, насыщенные, они как бы дарят какое-то чувство комфорта, тепла, что ли. Вот. И, по крайней мере, мои ощущения вот такие. И мы приглашаем вас вот именно в нашу сказку, в яркую, в красивую, в которой есть герои, злодеи, огромный мир, который живет свою жизнь и предлагает вам стать частью этого мира. Планируются ли в игре загадки и секреты в духе легенды Гримрока? Определенно планируются, даже больше, частично они уже есть в игре. И вообще в целом хочется сказать, что «Струны судьбы» в большей своей степени вдохновлены серией игр «Меч и магия», но это не копия, а все же переосмысление классики. Создавая мир как художник уровней и окружения, я, с одной стороны, все же художник по окружению, да, но с другой стороны, я лютый фанат RPG, адвенчур, люблю исследовать мир, находить запрятанное, узнавать историю миров через какие-то, возможно, где-то даже тайные места. Вот. И эта страсть моя, безусловно, отражается в создаваемом мире. Благо, это не противоречит концепции и основному видению проекта, и меня это, конечно, безусловно радует. Вот. Поэтому все, что связано с исследованием, с загадками, с потайными дверями, это все точно будет, и это огромная часть нашей игры. Будут ли переделаны синематики к релизу? К этому же вопросу можно отнести вопрос и про озвучку. Будет ли переделана озвучка к релизу? «Струны судьбы» в первую очередь это все же про геймплей, про большой наполненный мир, про персонажей, которые живут в этом мире. И озвучка и синематики это безусловно важные составляющие игры, но на фоне геймплея это второстепенные вещи. Да, они сейчас не идеальные, они будут со временем улучшаться, когда игра наберет популярность. Но еще хочется также отметить, что сама стилистика, в которой они сделаны, да, они могут быть не идеальны сейчас, но она подчеркивает общую стилистику игры. Один из вопросов: будет ли исправлена проблема с исчезающими предметами после сохранения? Это мы понимаем, что это основной вопрос, который относится именно к квестовым предметам, потому что можно, используя открытый мир и механики, которые имеются, вещь квестовую просто не взять с собой. Например, оставить в открытом сундуке, или просто выкинуть на землю. Мы, по примеру других игр, тоже решили пойти путем сохранения этих вещей, но сделали это более, мне кажется, более интересно. Мы функцию возврата забытых вещей возложили на особого персонажа. Это слуга-хранителя, к которому вы попадаете каждый раз, когда вас постигает зов смерти.
И у этого хранителя есть товарищ Форус, который даст вам квест. И выполняя этот квест, вы можете получить потерянные предметы обратно. Есть вопрос про то, что планируется реализовывать следующим этапом в игре. Ну, следующий этап в игре — это вторая часть. Вот. Вторая часть у нас будет больше не о механиках, а больше о судьбах. О судьбах тех людей, которые, с которыми уже познакомились, с которыми еще и предстоит познакомиться. Это будет новое приключение на островах. Это будет поход в северные земли. Это будет совершенно новые приключения, новые королевства. Есть вопросы по поддержке геймпада и поддержке контроллера Steam Deck. Вопросы хорошие. Конечно, сейчас без этого, я думаю, не обходится ни одна хорошая игра. Поддержку геймпада мы думаем завершить уже до Нового года. А поддержка Steam Deck, она больше связана с тем, чтобы попытаться запустить, качественно запустить это под систему Linux, и проработать достаточно хорошее, удобное управление. Мы понимаем, что даже на старте игры то управление, которое мы предложили для ПК, оно не устраивало, были какие-то замечания, мы их дорабатывали. Здесь тоже переход на управление джойстиками, на удобство расположения функционала на кнопках. Это тоже придется проработать, продумать, но это планируется. Планируем ли мы разработку других игр? Ну, любая компания хочет, чтобы ее игры знали все, в них играли, радовались. И есть у нас несколько проработок по этому поводу. И сейчас практически уже перед релизом нашей первой части «Струн судьбы» мы уже готовы сказать, что наша студия будет расширяться. Мы набираем новых специалистов и будем врываться в параллельный проект. Этот проект будет сетевой, это будет сессионка. Мы постараемся сделать ее достаточно красивой, веселой, на 30-40 минут прохождения. Касательно стоимости игры задавали вопросы. Могу пояснить, что, естественно, мы участвуем во всех распродажах. Изначально мы определяли стоимость игры по количеству того контента, который в ней есть. Игра это большая, это огромный мир, это много часов работы и жизни наших сотрудников, наших художников. Но, естественно, мы контент будем еще пополнять, и с выходом второй части и третьей стоимость игры будет увеличиваться. Но те, кто уже приобрели игру, они дополнения эти получат бесплатно. К вопросу о приоритетах для нашего проекта. На что уходит ресурс? Я скажу так, в преддверии релиза нашей первой части игры все силы уходят на последнюю отшлифовку. Кто-то спрашивал даже, когда у нас будут все заклинания реализованы и так далее, оружие будет в полной мере реализовано. Можно сказать, что все уже в игре, оно просто не включено. Отшлифовка идет и подготовка к выпуску в релиз. Многие сейчас задают вопрос о том, что это за компания такая Myrtec. Мы неизвестны, мы не занимались играми,
мы не участвовали нигде в игровых проектах. На рынке компания известна уже почти 20 лет. Компания Миртек — это заводы, предприятия расположены и в Беларуси, и в России, во Владивостоке, в Таганроге, предприятия в Казахстане. Это достаточно большие производственные мощности, и мощная команда разработчиков, которые поддерживают это все современным ПО, давая возможность вырываться где-то вперед. Наш слоган — это «Изобретая будущее». Здесь можно изобретать все, что угодно. И, собственно говоря, мы так и пришли к игрострою. Это очень интересно, это очень тяжело, но сейчас будем расширяться, и надеюсь, что вы еще не раз услышите о игровых проектах компании Миртек. Дорогие путники Литей, надеюсь, вам понравилось интервью с нашими разработчиками. Хотим сделать этот формат регулярным. Выражаем огромную благодарность за внимание и участие в нашем игровом проекте. Всегда вас ждем в нашем мире Литеи.